До сих пор огромное количество различных мест, храмов, памятников и городов, построенных предками в древности, вызывают огромное восхищение. Однако восхищение ими не расскажет нам о том, как они когда-то были созданы. Методы и техники, которые использовали наши предки в строительстве, по-прежнему остаются огромной загадкой. Мы можем убедиться в этом, взглянув на технологические чудеса в этом видео. Рассказ о фантастических технологических достижениях невозможен без упоминания древней культуры инков в Южной Америке. Как у них получилось вырезать квадратный акведук в вулканической породе на высоте более 3 километров над уровнем моря в Перу? Возможно ли было это 3500 лет назад? Может быть, это результат работы развитой цивилизации, существовавшей до инков, но они не оставили после себя никаких следов в этом районе, которые помогли бы опознать их. Даже название места не сильно примечательно. Название акведука Кумбе-Майо, что значит «тонкая река». Это не дает нам никаких подсказок о том, кто мог создать старейшую, построенную человеком конструкцию во всей Южной Америке. Аккуратно вырезанный акведук несет воду от района таяния снегов вниз гор, к городам и сухим долинам. Эта очень искусная работа заставляет нас задуматься, действительно ли каменные монахи, которые располагаются на высоте 18 метров над акведуком, имеют природное происхождение. Азербайджан имеет множество сказаний и легенд об истории Девичьей башни в Баку. Жаль, что ни одна из них, кажется, не приблизила нас к истине, лежащей в основе существования этого здания. Баку – старый город, окруженный стеной, а Девичья башня – старейшее в нем сооружение. Оно настолько старое, что никто не может сказать наверняка, когда оно было построено или как оно было названо людьми, построившими его. Время постройки башни остается для историков загадкой до сих пор. Многие считают, что она была возведена в 12 веке. Но существует огромная разница между камнями, из которых составлены первые 3 этажа здания, и теми камнями, из которых сделаны остальные этажи. Возраст 3 нижних этажей, скорее всего, составляет 2500 лет, а возможно и больше. Это значит, что башня старше ислама, и если это религиозное здание, то оно, скорее всего, было возведено зороастрийцами. Также среди ученых бытует мнение, что эта башня была связана с культом солнца, что, по всей видимости, отразилось на ее проектировании. Название Девичья башня происходит от легенды о дочери короля, которая погибла, спрыгнув с вершины башни для избежания брака по расчету. Но нет никаких исторических доказательств, поддерживающих подлинность этой легенды. Название следующего места – скальные скульптуры аббата Фуре, но возможно вы знаете их как скалы Ратенёфа. Вы можете найти их на побережье маленького французского города Сен-Мало в регионе Британь. Аббат Фуре жил в 19 веке, но в возрасте 55 лет перенес тяжелый инсульт, лишивший его возможности использовать одну сторону тела и оставивший его глухим и немым. Он стал отшельником и жил среди скал Ратенёфа, пользуясь лишь одной стороной своего тела, чтобы вырезать причудливые формы на скалах. Считается, что он также создал подземную галерею деревянных фигур, но она была почти полностью уничтожена пожаром в 1944 году. На этом месте расположено более 300 уникальных каменных фигур, многие из которых, по слухам, были вдохновлены фольклорными рассказами о пиратском клане Ратенёв, в честь которого и был назван этот район. Участники клана были рыбаками и контрабандистами, обладали сверхчеловеческим зрением, которое позволяло им видеть море на многие мили. Сказки причудливы, но скульптуры выглядят фантастически, особенно если учесть, что они были созданы одноруким человеком. Давайте перейдем к чему-то действительно потрясающему с точки зрения как сложности, так и размера. Речь идет о Яншанском карьере в Китае, где добывали большую часть камня, использованного в великих памятниках города Нанкин. Не все камни карьера были перемещены, некоторые из них, как и неоконченная стела, все еще там. История гласит, что создание стелы было заказано императором Юнле в 15 веке. Он хотел использовать ее как памятник в честь своего отца в мавзолее Мин Сяолин. Рабочим удалось вырезать некоторые части стелы, прежде чем сдаться, ошеломившись размерами этого творения. Почти 9 метров шириной, 4,5 метра толщиной и 46 метров высотой. Сложно представить, как они смогли вырезать что-то настолько огромное. Ведь не было ни единого шанса, что это можно было передвинуть. Мы не можем не задаваться вопросом, почему наши предки были убеждены в том, что это осуществимо.
Освоение методов производства и формовки металла стало важным технологическим прорывом для наших предков. Но когда случился этот прорыв? Факты указывают на то, что произошло это намного раньше, чем написано в исторических книгах. Как эта технология появилась в Камбодже, Перу и в Древнем Египте тысячи лет назад. Ведь эти страны расположены на разных континентах, и между ними тысячи и тысячи километров. Археологические исследования показывают, что небольшие металлические зажимы использовались для удержания больших каменных блоков, даже в таких знаменитых зданиях, как Парфенон в Афинах. Но историки склонны приукрашивать факты, поскольку не могут найти им объяснения. Следы зажимов отчетливо видны на нескольких соседних камнях в значимых старинных зданиях, как видно на этих фотографиях. Однако сами зажимы найдены не были. Наиболее вероятным объяснением считается предположение, что материал был украден или использован в других строительных проектах спустя долгое время после постройки мегалитов. Но отпечатки зажимов остались на месте в качестве доказательства их существования. В ходе анализа этих отпечатков в Пумапунку были обнаружены следы платины, металла, температура плавления которого более 1700 градусов Цельсия. Как наши предки могли расплавить его и использовать в строительных целях, остается загадкой. Люди впервые начали собирать оливковое масло примерно 5000 лет назад. Процесс получения масла заключается в выращивании оливковых деревьев, сборе оливок в сентябре, измельчении их в прессе и, наконец, сборе золотистого сока, который из них вытекает. В древние времена оливковое масло было универсальным. Его использовали для приготовления пищи в качестве жидкости для розжига. Из него делали мыло и даже лекарства. И по сей день оливковое масло является самым необходимым ингредиентом в большинстве блюд ближневосточной кухни. Технологические процессы сбора оливкового масла развивались с течением времени, и мы можем увидеть остатки одного из самых сложных древних маслопрессов в 4-комнатном доме недалеко от дворца Тель-Хацор в Израиле. Некоторые части древней машины были реконструированы, чтобы процесс можно было продемонстрировать туристам. Но основной части маслопресса примерно 2800 лет. Этот рычажный пресс использовали еще в течение последующих 8 веков. На рычаг вешали каменные утяжелители. Под их весом из оливок начинало выделяться масло и стекать во встроенный в пол резервуар. Это может выглядеть просто, но данная технология была очень эффективна. Для определения возраста наскальных памятников на скале Гапачал в индийском штате Мадхья-Прадеш требуется довольно много исторических данных. Разные фигурки, которые иногда даже называют памятниками Гапачал-Парват-Джайна, могли быть созданы еще в 7 веке. По другой версии, они могли быть высечены совсем недавно, в 15 веке. Факт того, что ученые не могут определить точный временной период, говорит о том, как мало мы знаем об этих удивительных артефактах, которые красуются на стенах форта Гвалиар. Эксперты говорят, что большинство фигур изображают черепаху и представляют традиционную сидячую позу Падмасана. Все скульптуры обнажены, что является нормой для джайнской иконографии. Наскальные фигуры существуют и в других местах Индии, но ни в одном из них нет такого количества монументальных статуй, как в районе скалы Гапачал. Создается впечатление, что джайны пытались превратить всю скалу в одну огромную святыню. История гласит, что монгольский император Бабар приказал изуродовать статуи в 1527 году, но религиозная община в конце концов их восстановила, добавив фигурам новые лепные головы. Наша следующая древняя загадка известна под несколькими названиями. Большинство людей называют ее гробницей Авессалома, но иногда ее также называют столб Авессалома. Как бы ее ни называли, расположена она в Иерусалимской Кедронской долине. Тайна окружает происхождение этой монументальной, вырубленной в скале гробницы, которая примечательна своей конической крышей. Ассоциации с Авессаломом, сыном царя Давида, исходят из древней традиции. Современные археологи и ученые утверждают, что такая связь невозможна. Считается, что Авессалом жил около 3000 лет назад, тогда как гробница по археологическим и архитектурным признакам соответствует примерно 1 веку до нашей эры, что на сотни лет позже смерти Авессалома. Кроме того, только нижняя половина памятника является гробницей. Верхняя половина – это нефеш, разновидность погребального памятника. Предположительно, она посвящена людям, похороненным в соседних пещерах, а также тем, кто был похоронен в нижней половине памятника. На самом деле в погребальной камере находится 3 захоронения, но мы не знаем, кто именно был захоронен в каком-либо из них. Столб Авессалома явно был построен для очень важных людей, но мы, возможно, никогда не узнаем, кем они были.
В этом видео мы уже говорили о Франции, и теперь мы возвращаемся туда, чтобы показать вам невероятную подземную церковь. Построить церковь под землей гораздо сложнее, чем над землей по очевидным причинам. Но возможно, древние строители рассматривали работу над таким проектом как высшее проявление своей веры. Каковы бы ни были причины, их работа привела к созданию подземной церкви Сен-Жан, которая находится во французской деревне Оптер-сюр-Дрон. Это самая большая подземная церковь во всей Европе. Ученые и археологи отмечают, что вся церковь была высечена вручную в твердом скальном склоне в 12 веке. Церковь выполнена в слегка деревенском стиле, что вполне объяснимо, учитывая методы, использованные для ее создания. Однако, несмотря на это, ее масштаб впечатляет. В главном зале церкви находятся две огромные колонны, поддерживающие потолок высотой около 18 метров, а высеченная вручную лестница у задней стены позволяет посетителям подняться посмотреть на достопримечательность с высоты птичьего полета. Эксперты считают, что церковь изначально была построена как полутайное убежище для важных религиозных артефактов. Римский реликварий в самой большой боковой комнате, как говорят, является наследием первого крестового похода, а 80 саркофагов в другой боковой комнате, как утверждают историки, содержат останки святых и мучеников. Жаль, что оба утверждения невозможно доказать. Не существует правильного ответа на вопрос, какого цвета кубок Ликурга. Он может быть одного из двух цветов, в зависимости от того, с какого ракурса вы посмотрите на него и насколько хорошо он освещен в тот момент, когда вы на него смотрите. Этот артефакт 1600-летней давности интриговал всех, кто его видел на протяжении многих веков. Кубок был изготовлен с использованием дихроичного стекла, которое может отражать частицы света по-разному. Если свет падает сзади стекла, поверхность кубка будет казаться зеленой, но если свет направить прямо перед ним, то цвет станет красным. Почти наверняка человек, изготовивший это стекло, понимал принципы работы используемого им материала, даже если он не знал, почему он ведет себя именно так. Археологи никогда не находили ничего подобного, что, возможно, неудивительно, учитывая, насколько хрупкими являются стеклянные кубки. Поэтому мы не можем исключить возможность того, что только один древнеримский ремесленник оценил потенциал этого стекла и понял, как делать из него красивые предметы. Но вместе с ремесленниками в могилу ушли и секреты изготовления подобных кубков. Если смотреть сверху, это невероятное изобретение в Гане, близ Ирана, выглядит не более чем ряд морщинистых отверстий в земле. На самом деле это одна огромная взаимосвязанная подземная структура, известная как киарис, являющаяся древним чудом гидротехники. Это форма технологии транспортировки воды, которая до сих пор используется в некоторых частях мира. Киарис является одним из величайших сохранившихся примеров ирригационной системы. Столкнувшись с жизнью на сухой земле 3000 лет назад, древние персы поняли, что единственный способ выжить – это провести к себе воду. Именно так и был придуман киарис. Система состоит из подземных туннелей, которые тянутся на многие мили, соединяя колодцы с подземными резервуарами. Отверстия, видимые сверху, обеспечивают вентиляцию тоннелей, а также доступ для сбора воды. Строительство одного тоннеля среднего размера заняло бы много лет, поскольку все работы выполнялись кирками и лопатами, а на строительство чего-то размером с киарис ушли бы десятилетия. Подобные системы до сих пор существуют в Ливии, Туркменистане, Иране и Афганистане. В этом видео мы рассмотрели несколько довольно масштабных загадок, однако та находка, о которой пойдет речь сейчас, куда меньше, но она также достойна включения в список. При беглом взгляде на нее можно предположить, что фигурка возрастом 2200 лет – это всего лишь одна из многих древнеегипетских фигур, изображающих птиц. Однако при детальном рассмотрении можно заметить, что кроме глаз и клюва, она имеет гораздо больше общего с современным самолетом, чем с птицей. Крылья тонкие, прямые, конические, они лишены перьев, хвост квадратный. Если бы фигура была похожа на самолет, мы могли бы списать все это на совпадение. Но скульптура также совершенна с аэродинамической точки зрения. В 1070-х годах исследовательская группа сделала идеально увеличенную версию фигуры и продемонстрировала, что она способна летать и планировать. Является ли это неуместным артефактом? Или где-то в Египте был мастер, который сделал своему ребенку летающую игрушку, не подозревая, что изобрел экспериментальную модель самолета на 2000 лет, опережая время. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, то не забудьте оценить его, подписаться на канал, оставить комментарий и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность – это лучшая награда. Спасибо за внимание, скоро увидимся. Пока.